Индии этой весной стартуют самые масштабные в мире выборы. Они продлятся целых 6 недель и будут состоять из 7 этапов. В эфире «Нехта» самые важные и интересные новости к этому часу. Поход на Москву неизбежен. В Легионе «Свобода России» озвучили планы. Это цель максимум, программа максимум. Распад России, смена власти и масштабные протесты по всей стране. Какими будут следующие 6 лет правления Путина? Ким Чен Ын хвастается подарком от российского диктатора, а боброедка Симоньян тем временем сместила фокус внимания на коз. И козы орут. Дорогие зрители, для того, чтобы правда доходила до еще большего количества людей, крайне важна активность и интерес каждого из вас. Лайки, комментарии, подписки и репосты помогают нашим видео оставаться в тренде, а вы и сотни тысяч других пользователей всегда в курсе актуальных и важных событий. Именно о них сейчас и расскажем. Война России против Украины остается практически невидимой для большинства россиян. Об этом пишет Вашингтон-Пост. Ощущает войну на собственном опыте только лишь Белгород. Отмечают авторы издания и приходят к выводу, что обстрелы города не влияют на настроение россиян. И те готовы дальше поддерживать Путина и соглашаться с его ложными заявлениями о том, что россияне не виновники войны, а жертвы. В то же время перехваты телефонных разговоров, которые публикует Главное управление украинской разведки, говорит об обратном. Кто? Я говорю, половина организации вообще не работает. Зато избирательные участки открыты. Идите голосуйте. И за что я должна идти голосовать? За то, что у нас люди гибнут каждый день. За это я должна идти голосовать. За то, что у нас пол Белгорода разрушено. За это я должна идти. За то, что у меня ребенок сидит напуганный. Но стоит отметить, не только в Белгороде прилеты. БПЛА долетают до нефтеперерабатывающих заводов, которые расположены далеко от Украины. За последними атаками на Самарскую область может стоять Служба безопасности Украины, сообщало издание РБК Украина со ссылкой на свой источник, который к тому же заявил, СБУ продолжит реализацию стратегии по подрыву экономического потенциала РФ. А вот что об атаках на российские НПЗ думают аналитики Defense Express. Учитывая масштаб каждого из этих производств, очевидно, планировщикам ударов даже не ставилась задача уничтожить эти НПЗ дотла, но необходимо было парализовать хоть на время производственный процесс. Эта цель была достигнута попаданием именно в вакуумные установки для переработки нефти, которые являются большими колоннами высотой в несколько десятков метров и диаметром в несколько метров. Так называемые выборы президента РФ на временно оккупированных территориях Украины незаконны и нелегитимны. Более 50 стран-участниц ООН осудили события, которому в Кремле отвели целых 3 дня. Воскресенье – последний день данного спектакля. И вероятно, что уже завтра, в понедельник, 18 марта, российский ЦИК заявит, что вновь победил Путин. А никаких нарушений не заметили даже так называемые международные наблюдатели. Издание Bild пишет о позоре для Баварии, упоминая, что 3 немецких политиков из «Альтернативы для Германии» приехали в Россию, чтобы следить за выборами. Баварские депутаты от «Альтернативы для Германии» есть и останутся пятой колонной Путина. Они пытаются скрыть антидемократические выборы Путина и поддержать нарушителя международного права. Вы – позор для Баварии. За так называемыми выборами так называемые наблюдатели наблюдали за столом и с ложками в руках. Кормили их пловом и песнями Шамана и Газманова. Что ждет Россию в ближайшие 6 лет? Каким будет следующий срок Путина, учитывая, что сейчас ситуация в России нестабильна, чем когда-либо? Об этом пишет «Политика» и рассматривает 5 возможных сценариев развития событий до 2030 года. Итак, первый сценарий – расцвет демократии. Авторы издания считают, что россияне, возможно, и будут хотеть некой альтернативы Путину, однако общество все еще пассивно и продолжает поддерживать войну РФ против Украины. Вероятность этого сценария низка – всего 5-10%. Второй сценарий – распад РФ. Для этого россияне должны выйти на массовые протесты, свергнуть Путина. Дальше происходит парад суверенитетов. Аналитики тоже не особо верят в этот вариант, вероятность 10-15%. Третий сценарий – националистические настроения, бунт ультрапатриотов, очередной поход на Москву. Авторы публикации считают, что для этого необходим лидер, который будет похож на военного преступника Пригожина, а сейчас его якобы нет.
Стоит отметить, что подобный поход на Москву планирует русский добровольческий корпус, Легион Свобода России и Сибирский батальон. Цель максимум, программа максимум. Понятное дело, что скинуть путинский режим нельзя, находясь в населенном пункте Теткино и даже в Грайвороне. Естественно, рано или поздно вот эта война партизанская, революция, она перекинется и вглубь страны, и дойдет до самых, так сказать, центров и узловых пунктов управления страной, то есть Москва и так далее. Но этот вопрос не сегодня на повестке дня. Мы движемся в этом направлении, мы растем количественно, качественно, и рано или поздно, конечно, будет расширена, значит, площадь вот этого восстания и в глубину страны. Но пока что мы работаем вот шаг за шагом. Сегодня мы находимся на этапе, вот так сказать, предвыборного голосования, уже выборного голосования, ну а дальше будет больше. Мы не собираемся прекращать свою деятельность на территории пока что подконтрольной путинской власти. Четвертый сценарий – перезагрузка власти. Новый режим сменит старый. Впрочем, демократической Россия так и не станет, пишет Политика. Такому варианту дают 20-25%. И, наконец, вариант номер 5 – да здравствует президент. Путин остается у власти и здравствует. Вероятность этого сценария 45-50%. Однако и он может не сбыться, потому что новый срок станет для Путина более трудным, чем предыдущие. Поэтому этот путь будет нелегким, резюмируют авторы Политика. А каким вы видите будущее России через 6 лет? Напишите об этом, пожалуйста, в наших комментариях. Интересно узнать ваше мнение. Автомобили с российской регистрацией в Финляндии теперь вне закона. Конфисковывать такие машины не будут, однако будут задержаны таможенными органами. Владельцу авто придется заплатить таможенную пошлину и спецналог. А после этого автомобиль должен быть вывезен за пределы Евросоюза. На сайте финской таможни также указано, что существуют исключения. Например, на территории страны могут остаться автомобили с российскими номерами, которые принадлежат студентам, которые учатся в Финляндии, и россиянам, работающим в стране по контракту. Также запрет не касается машин, принадлежащих гражданам ЕС, которые одновременно являются обладателями постоянного вида на жительство в России или членам их семей. И стоит отметить, что в Финляндии не считают, что надо полностью отказаться от идеи отправки войск с Запада в Украину. Важно, чтобы мы не отбрасывали все на долгосрочную перспективу, потому что никогда не знаешь, насколько серьезной может быть ситуация. Пока же позиция Финляндии четкая. Мы не посылаем войска на данный момент и не хотим это обсуждать. Самые масштабные парламентские выборы на планете стартуют в Индии. Начнутся они 19 апреля и продлятся целых 6 недель. Западная пресса пишет о том, что это самые большие выборы в мире с почти миллиардом избирателей, имеющих право голоса. Всего в голосовании предусмотрено 7 этапов. Фаворитом является правящая Индийская народная партия, ее лидер – действующий премьер-министр Нарендра Моди. Это, скорее всего, будет уже его 3-й премьерский срок подряд. Мы хотели бы добиться, чтобы явка оказалась выше, чем 67%, как было на последних выборах. Мы принесем демократию в каждый уголок страны. Мы обещаем провести выборы так, чтобы остаться маяком демократии во всем мире. Северокорейский диктатор пользуется подарком Путина. Презент от своего старшего друга, военного преступника из Кремля, Ким Чен Ын получил совсем недавно и теперь им хвастается. В КНДР говорят, что Ын разъезжает на российском автомобиле «Аурус», а это, в свою очередь, якобы яркое свидетельство дружбы, которая развивается на новом высоком этапе. Напомню, что в конце февраля в Кремле говорили, что Путин передал эту машину в руки Ким Чен Ыну, потому что она ему очень сильно понравилась. В свое время оба диктатора с ветерком катались на Аурусе. Тогда вы, наши дорогие подписчики, задавались вопросом: такие дорогие подарки мужчины мужчине, не пропаганда ли это ЛГБТ? Песков по этому поводу молчит. Пропагандистка Маргарита Симоньян теперь не только боброедка, но и возбудитель или раздражитель для коз. 12 лет назад Симоньян рассказывала своим подписчикам, как готовят к новогоднему столу бобра,
а на этот раз положила глаз на чужих коз. Уже далеко не юный ботаник Маргарита демонстрировала своим подписчикам цветы на каком-то холме, как резко переключилась на появившихся у нее за спиной коз и мужчину. После чего пропагандистка заговорила, видимо, на близком ей по духу, и начала мекать. Пострадали ли козы, неизвестно, но, учитывая биографию Симоньян, вполне могли. И козы орут. На этом пока все. Если вам нравится наша работа, вы можете поддержать ее кнопкой «Спасибо» под роликом или стать постоянным спонсором канала. А мы с командой продолжаем следить за самыми важными новостями. Оперативную информацию от Нехта ищите в телеграм-каналах или на платформе X. Спасибо за доверие и то, что остаетесь с нами. До новых встреч и хороших вам новостей.